На следующем этапе мы сформируем фактуру коры на ветках барельефа. Для этого нам понадобится прямая полукруглая стамеска номер 6, которую можно приобрести в магазине инструментов или в интернет-магазине. Затем нам понадобится прямая полукруглая стамеска номер 8 и прямая полукруглая стамеска номер 33, о которых я вам сообщу в процессе работы. Сбрызгиваем рельеф водой и начинаем резать кору веток. Во время работы используйте тканевые перчатки, чтобы защитить руки от истирания. Далее обрабатываем получившиеся рельефы веток с помощью медицинского скальпеля. То есть снимаем верхушки фактуры под разными углами и тем самым создаем более естественную форму коры. Таким образом мы обрабатываем все ветки барельефа. Далее я вам расскажу, как необходимо вырезать объем бутонов. Вначале намечаем рисунок лепестков и чешуек карандашом. Затем сбрызгиваем рельеф водой. Берем медицинский скальпель и формируем объем. И в этот раз начинаем работу с переднего плана, постепенно снимая все лишнее и продвигаясь вглубь к дальним планам. В этот момент не торопитесь, делайте все аккуратно, чтобы детали не откололись. Четко формируйте края и форму лепестков. Как я вам говорила ранее, воспользуйтесь фотографиями бутонов магнолии и постарайтесь воспроизвести их в своей работе. Главное, чтобы бутоны в барельефе не повторялись и были разные по форме, как в природе. Понаблюдайте за процессом. Таким образом, обрабатываем все бутоны барельефа. Затем начинаем вырезать цветы магнолии с дальних планов. Для этого сбрызгиваем цветок водой, берем скальпель и формируем края лепестков. В этот момент вы опять можете руководствоваться формой магнолии с фотографии. Следите за тем, чтобы пластика и линии тела каждого лепестка были красивыми и гармоничными. Таким образом, мы обрабатываем все лепестки цветов, продвигаясь от дальнего плана к ближнему.
Уточняя объем завернувшихся частей лепестков, не торопитесь, чтобы не повредить уже готовые части барельефа. Во время работы смотрите на рельеф с разных сторон. Форма и пластика цветов под разными углами зрения должна смотреться одинаково красиво и гармонично. Во время работы не увлекайтесь чрезмерным сбрызгиванием рельефа, чтобы мелкие детали не размокли. Для обработки труднодоступных мест можно воспользоваться специальным инструментом для резьбы по дереву – клюкарзой. Я использую клюкарзу номер 64. Как вы видите, на своем экране она бывает правая и левая. Также в этом проекте нам понадобится полукруглая клюкарза номер 57. Которая имеет расширенную режущую часть. Этими инструментами необходимо сделать выборку материала в рельефе цветов, чтобы создать выступающие части лепестков. Главное в этой работе – четко понимать форму цветка в целом. Линии и формы должны быть плавными и красивыми. Я советую вам во время работы руководствоваться той формой лепестков, которая у вас в итоге получилась, и доводить ее до идеального состояния. Не расстраивайтесь, если она не будет совпадать с рисунком эскиза. Главное, чтобы форма цветов гармонично смотрелась в готовом барельефе. Обратите внимание, как я сформировала форму этого лепестка. Его уголок достаточно высоко выступает. Но сейчас я вам расскажу, как можно усилить это впечатление. Сбрызгиваем рельеф водой и полукруглой стамеской номер 6 или номер 8 начинаем выбирать материал внутри лепестка. В этот момент необходимо действовать аккуратно и следить за тем, чтобы инструмент не сорвался и не повредил края лепестка. Далее мы опять сбрызгиваем рельеф водой и снимаем материал с помощью скальпеля. Уточняем форму завернувшейся части лепестка. Таким способом мы формируем рельеф других лепестков. Если форма цветка достаточно большая, то выборку материала вначале будет удобнее делать прямой полукруглой стамеской номер 33, а затем использовать стамески
меньшего размера. Понаблюдайте за процессом. На последнем этапе формирования рельефа этого лепестка выравниваем форму с помощью скальпеля. Вот так сантиметр за сантиметром рождается каждый лепесток барельефа. Я хочу обратить ваше внимание на то, что необходимо постоянно отходить от работы и смотреть на нее издалека, чтобы увидеть все неточности и вовремя их исправить. Поэтому, когда мой барельеф был набран, я решила, что этот лепесток, который на эскизе смотрелся нормально, имеет слишком большую длину, и мне пришлось его укорачивать. Я советую вам постоянно смотреть на свой барельеф издалека и анализировать его форму. И если будет требоваться, то не жалеть и удалять все лишнее или добавлять недостающее. Затем я формирую лепесток на переднем плане этого цветка. Он должен быть самым выступающим. Вот так должны будут выглядеть цветы на этом этапе. Далее берем шлифовальную бумагу на тканевой основе номер 240. Отрезаем небольшой ее кусочек и начинаем выравнивать форму лепестков. В этот момент необходимо удалить все следы от инструментов, сделать плавные переходы формы и уточнить края. Для удобства работы шкурку можно сворачивать пополам и таким образом обрабатывать края лепестков. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что во время работы очень важно установить дополнительное направленное освещение, чтобы вы могли точно видеть и контролировать форму барельефа. В этот момент необходимо постоянно проверять рельеф рукой, так как глаз может не заметить дефектов, тогда как от ваших чувствительных пальцев они вряд ли скроются. Во время шлифовки смотрите на тени барельефа. Они должны быть ровными и мягкими, без резких перепадов. И обязательно одевайте респиратор от пыли, так как вдыхать гипс очень вредно для здоровья. Поберегите свои легкие, они вам еще пригодятся. Таким образом, мы проходим шкуркой лепесток за лепестком, формируя красивую форму рельефа. Последите за процессом. А сейчас я вам покажу, как необходимо уточнять форму. Посмотрите вот на эту тень. Она имеет неровную линию. То есть форма, от которой падает тень, в этом месте имеет возвышенность, которую необходимо исправить. Для этого берем шкурку
и удаляем неточности. Все, форма этого лепестка теперь точная. Таким образом, необходимо проверять все формы барельефа. На следующем этапе берем шлифовальную бумагу с очень тонким абразивом. В моем случае это бумага с номером 1000. Перед нами теперь стоит задача отшлифовать каждый лепесток до идеально гладкого состояния и сделать их края точными и красивыми по форме. Далее я вам покажу особенности обработки бутона. Для начала шкурку номер 240 необходимо свернуть пополам и таким образом уточнить все линии лепестков. Их необходимо сделать точными и ярко выраженными. Работайте аккуратно, чтобы не повредить выступающие части рельефа. Во время шлифовки не забывайте смотреть на форму собственной тени бутона. Она должна иметь четкую и красивую линию. На последнем этапе готовую форму бутона доводим до идеально гладкого состояния с помощью шлифовальной бумаги с очень мелким абразивом. Таким образом, необходимо отшлифовать все цветы и бутоны барельефа. Вот так будут выглядеть цветы на этом этапе работы.